Можно ли выучить русский язык за 1 год? А выучить русский язык за 5 лет можно? А что будет, если учить русский язык каждый день, но по несколько часов? А если переехать жить в Россию, тогда можно выучить русский быстрее? Сколько времени нужно потратить на изучение русского языка, чтобы понимать носителей? Ну а чтобы заговорить, сколько времени нужно? Если вы хоть раз задавались этими или подобными вопросами, то вы оказались в нужном месте. Сегодня я честно постараюсь ответить на каждый из них. Вы слушаете Russian Flow, подкаст для тех, кто учит русский язык. Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст The Russian Flow, и сегодня мы будем обсуждать время. Дни, недели, месяцы и даже годы. Но перед тем, как приступить к самому интересному, попрошу вас поддержать подкаст комментарием, лайком или подпиской. Так мы станем чуть заметнее, и все больше людей смогут присоединиться к нашему маленькому, но уютному сообществу. Заранее всем большое спасибо. Ну, а мы начинаем. Давайте начнем с того, почему вообще люди задают этот вопрос. Почему всех так волнует скорость? Почему мы так сильно хотим выучить язык как можно быстрее? Да дело в том, что мы с вами живем в очень быстром мире. В мире, в котором любое действие можно совершить буквально за несколько секунд. Вы захотели еду из французского ресторана? Пожалуйста. Пару нажатий на телефоне, и через 15 минут курьер уже стоит на пороге вашего дома. Вы захотели посмотреть фильм вечером? Тоже нет никаких проблем. Открываешь приложение на телевизоре или на планшете и наслаждаешься. Мы слишком привыкли ко всему быстрому, ко всему мгновенному. И нам нужно сейчас все и сразу. Мы тупо отучились ждать. Вспомните ситуации, когда вы хотели, допустим, воспользоваться доставкой, но по тем или иным причинам она не работала. Лично я скорее откажусь от заказа, чем буду одеваться, собираться, тратить время на дорогу, чтобы забрать еду или одежду. Время стало нашим главным ресурсом. И нам становится физически плохо, когда нам приходится ждать. С этим разобрались. Ну при чем здесь языки, Лёша? Где же здесь связь? А связь самое, что ни на есть прямая. Смотрите, если мы с вами знаем, что ожидание стало для нас настоящей пыткой, то об этом, конечно, знают и маркетологи. Кстати, слово «пытка» здесь имеет переносный смысл, то есть нас с вами-то никто не пытает, но страдания, которые мы испытываем, они очень сильные. Пытка – это такая ситуация, когда тебя очень сильно мучают или делают больно, чтобы ты что-то сказал или сделал. В Средневековье пытки были обычным делом, сейчас же, конечно, пытать людей осуждается и считается преступлением. Ну а как же маркетологи используют это знание? Как они используют тот факт,
что мы все дружно разучились ждать. Очень просто. Они обещают оказать нам услугу, сделать для нас что-то полезное или приятное очень быстро, мгновенно, прямо сейчас. Давайте представим молодого парня по имени Антонио. Он живет в Мадриде и работает программистом. Антонио когда-то в детстве выучил английский язык, но как и когда он это сделал, он уже и не помнит. У него все хорошо, есть деньги, свой дом в уютном районе Мадрида, конечно, любимый кот. Но однажды на одной из выставок, скажем, в Музее современного искусства, Антонио встретил Елену, эмигрантку из Беларуси. Антонио влюбился в ту же секунду, как только ее увидел. Как мы говорим, он тут же потерял голову, то есть очень сильно влюбился. Но была проблема. Антонио не говорил на русском, а Елена не говорила на испанском. И Антонио, как и любой другой влюбленный человек, стал искать варианты. Искать варианты, как он может хорошо и, главное, быстро выучить русский язык. Он тут же нашел курсы русского языка, на которых мужчина в очках и с умным лицом обещал Антонио научить его говорить на русском за несколько месяцев. Деньги для Антонио, конечно, не были проблемой, и он тут же купил этот курс. Прошла неделя, 2 недели, месяц. Антонио был очень трудолюбивым человеком, поэтому он справился с заданиями гораздо быстрее. И в надежде как можно скорее увидеть Елену, Антонио вновь отправился на выставку. Через несколько минут поисков он увидел невероятно красивую женщину в черном платье. Это была Елена. Антонио выдохнул и подошел к ней. Он был уверен, что сможет поговорить с Еленой и рассказать ей, наконец, о своих чувствах. Он начал что-то говорить, но тут же понял, что не может связать и 2 слов. Елена не могла его понять, а ее быстрая речь на русском языке так испугала Антонио, что он выбежал с выставки и отправился в ближайший бар. Если вам интересно, что же произошло дальше с Антонио, то продолжение этой истории я расскажу в последней части эпизода. А пока давайте выясним, почему нельзя выучить русский, да и любой другой язык полностью, идеально выучить язык до конца. Перед тем, как продолжить, я хочу вас научить одному классному и полезному русскому выражению. И звучит оно вот так. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Смысл этой фразы в том, что лучше знать неприятную правду, чем верить в приятную ложь, чем верить в небылицу. Лучше услышать что-то плохое и знать правду, чем верить в неправду и думать, что все хорошо. Но почему же именно сейчас я решил вам рассказать об этом выражении? Ребят, я не хочу вас расстраивать, но вы никогда не выучите русский язык идеально, до конца. И это та горькая правда, о которой вам стоит знать. Я не тот человек, который будет вам рассказывать, как через несколько месяцев
с моим подкастом или без моего подкаста вы сможете читать Чехова в оригинале и понимать каждое слово. Такого не произойдет. Даже я, даже носитель русского языка, который говорит на нем почти 30 лет, даже я не знаю его идеально. Каждый день я встречаю слова, значения которых я до сих пор не знаю. Каждый день я слышу какие-то новые выражения, значения которых мне непонятны, значения которых мне нужно постоянно узнавать. Но разве это мешает мне жить? Разве я страдаю от того, что не знаю значения какого-то слова на русском языке? Ну, конечно, нет. Так почему же вы должны по этому поводу расстраиваться? Ребят, поймите, любой язык, английский, китайский, немецкий, русский, это живой организм. И он меняется каждый день. Каждый день появляются новые слова, новые выражения, новые смыслы. И мы каждый день чему-то учимся. Мы каждый день узнаем то, чего не знали раньше. Ну нельзя учить язык, допустим, 20-30 лет и в один прекрасный день сказать: все, баста, я выучил русский язык, теперь можно расслабиться и больше ничего не делать. Такой точки, такого дня просто не существует. Чтобы выучить язык, необходимо как минимум несколько жизней, а не лет, и уж тем более месяцев. Как бы вы хорошо не знали и не понимали русский язык, рано или поздно вот случится момент, случится эпизод, когда вы встретите человека, в речи которого вы не поймете ни слова. Конечно, есть люди, которые добиваются невероятных результатов и говорят на русском почти как носители. Но задайте себе вопрос: готовы ли вы тратить столько времени и сил, чтобы знать разницу между, допустим, гипофизом и гипоталамусом? Я обожаю учить языки. Но я не думаю, я не считаю, что мы обязаны знать их идеально. Поэтому не нужно себя мучить и ругать, если вы чего-то не знаете. Быть не идеальным – это нормально. А если вас кто-то обидит и скажет, что вы чего-то не знаете, что вы чего-то не понимаете, то отправьте этого человека ко мне. У нас состоится очень серьезный разговор. Ну хорошо, мы поняли, что выучить русский язык идеально, полностью и до конца попросту нельзя. Мы выяснили, что изучение языков – это очень долгий процесс и что он занимает очень много времени. Но ради чего я все это вам рассказывал? Чтобы вас демотивировать или расстроить? Нет, ребят. Как раз наоборот. Я это рассказал, чтобы вы расслабились. Опять я сажусь на своего любимого конька и привожу пример из спорта. Представьте, что вы до 30 лет так и не полюбили спорт. Но однажды, на день рождения, вы купили сыну новый велосипед. И пока ваш сын был в школе, вы решили сами на нем покататься и опробовать, так сказать. И вам так понравилось, что вы тут же поехали за еще одним велосипедом для себя любимого. Вы начали каждый день кататься на велосипеде, выстраивая все более и более сложные маршруты. Вы стали проводить больше времени с сыном, наслаждаться природой и в целом стали чувствовать себя очень хорошо. Спрашивать себя,
Когда же я наконец выучу язык? Примерно то же самое, как если бы вы начали спрашивать себя, ну когда же я уже выиграю Тур де Франс? Ну вы же не будете себя ругать, что не можете выиграть Тур де Франс, правильно? Так почему же мы ругаем себя, если у нас что-то не получается с языками? Вы катаетесь на велосипеде, потому что вам нравится кататься на велосипеде, а не потому что вы мечтаете обойти Тадея Погачара на горе Монте-Граппо. И вот здесь я хочу, чтобы вы запомнили это сравнение. И каждый раз, когда у вас что-то не получается с русским языком, когда вы не можете, например, запомнить новое слово, вы бы вспоминали его, это сравнение, да, и улыбались. Да, мы не сможем выучить русский язык так, чтобы говорить без акцента. И в этом ничего страшного нет. Самое главное для нас – это наше желание. Желание каждый день становиться лучше. Без стресса, без нервов и без выгораний. Время не имеет значения, если мы получаем удовольствие. А результат рано или поздно придет. Он обязательно придет, если то, что мы делаем, доставляет нам радость и имеет для нас смысл. Давайте вернемся к нашему Антонио из первой части и выясним, как же сложилась его судьба. Последний раз мы видели его очень грустным и одиноким в баре. Он пришел туда, чтобы залить свое горе алкоголем, то есть выпить алкоголь и постараться забыть свою неудачу. Антонио разбит, Антонио разочарован. Кажется, он навсегда потерял свою Елену. Но вот после нескольких бокалов холодного виски Антонио вышел на улицу. Вышел, чтобы немножко освежиться и подышать воздухом. И уже возвращаясь в бар, он вдруг услышал русскую речь. Это была Елена. Это была его Елена. Она возвращалась с выставки и случайно проходила мимо того бара, где выпивал Антонио. Их взгляды пересеклись, и Антонио вновь решился к ней подойти. Чуть осмелев от выпитого виски, Антонио жестами показал, что очень рад видеть Елену снова. На плохом английском он объяснил ей, что пытался выучить русский, чтобы с ней познакомиться. И оказалось, что Елена знает английский и даже немного испанский. Они вместе зашли в бар и проговорили там почти весь вечер. Антонио был на 7 небе от счастья. Оказалось, что Елена приехала из Беларуси всего год назад и пока не могла найти работу. Антонио тут же уцепился за возможность помочь Елене и предложил работу учителем в русскоязычной школе. Они договорились встретиться на следующей неделе и обсудить эту идею чуть подробнее. Прошел год. Антонио и Елена жили вместе. Елена была учителем не только для детей в школе, но и для Антонио. Она нашла ему несколько подкастов на русском языке и иногда помогала с переводом сложных слов своему будущему мужу. Среди этих подкастов были как довольно известные и популярные, вроде Russian Progress или Russian with Max, так и маленькие, вроде The Russian Flow. Антонио очень понравился 20-й эпизод подкаста The Russian Flow и его главная мысль – никуда не спешить, наслаждаться процессом и не смотреть на часы.
Он так и делал. Его русский улучшался с каждым днем. И Антонио был счастлив. Елена и Антонио вскоре поженились, и через полгода у них родилась дочь Мария. А о том, что было дальше, история уже умалчивает. Это был очередной выпуск подкаста The Russian Flow. Надеюсь, что вам понравилось. Уже совсем скоро услышимся. Всем пока!